Продолжим. Мы доказали только половину нашего эксперимента. Достаточно. Достаточно. Теперь как раз дано, что выполняется вот этот длинный второй факт. И доказать надо, что предел функции равняется а, когда x стремится к а. Эту часть мы докажем совсем по-другому. Мы докажем ее от противного. Докажем ее от противного. Предположим, что не выполняется то, что нужно доказать. Значит, от противного. Предположим, что предел функции не равняется а большому. Вот. Это выполняется, а предел функции не равняется а. Мы должны получить противоречие. Давайте запишем, что означает, что предел функции не равняется а большому. Ну, на языке ну, это определение короче, так? Я запишу определение на языке окрестностей. Но мне будет удобнее использовать язык симметричных окрестностей. Поэтому будет у меня такое комбинированное определение. Я буду использовать окрестности симметричные, то есть в них еще буду указывать радиус. Фактически вот вот вариант первого определения, просто записанный с использованием обозначений для симметричных окрестностей. Да? Что означает, что x принадлежит проколотой симметричной окрестности точки А малой, дельта окрестность? То, что x минус а больше нуля и меньше дельта. Что означает, что f от x принадлежит обычной эпсилон окрестности точки А? Вот это означает. То есть это я записал одно и то же, используя два разных обозначения. Теперь вот можно считать, что эта черточка является отрицанием, да? И давайте посмотрим, к чему же тогда это приведет. Отрицание означает, что найдется такая эпсилон окрестность точки А, что для любой проколотой окрестности, дельта окрестности точки А малой, найдется такой x, принадлежащий e, пересеченный с вот этой самой дельта окрестностью, что f от x не будет принадлежать окрестности А. Найдется x, который вот не переводится в окрестность А большой эпсилон. Вот мы предполагаем, что это выполняется, что функция f не имеет предела равный а. Это не означает, что функция f вообще предела не имеет. Мы написали только то, что у этой функции нет предела равного а. Может, и другой какой-нибудь предел есть, может, вообще предела нет. Да? Ну вот, если вот такое неравенство выполняется, то это означает следующее. И теперь мы построим некоторую последовательность иксов. Вот таким образом. Давайте я опять картинку нарисую. Вот у меня А, вот у меня большое. Вот это та самая эпсилон окрестность точки А, которая существует. Да? Мы ее выбрали. Она у нас какая-то одна, фиксированная. Ее мы выбирать не можем. Зато мы можем выбирать вот эти вот окрестности, как угодно. И вот первый мы выберем окрестность радиуса единичка. Окрестность А радиуса единичка. Проколот. Ну, все они проколоты.
Для такой окрестности найдется x, который я обозначу x1. Это не штрих, это число 1. Такой, что f от x1 не принадлежит окрестности А. Вот какой-то там x1. Он куда-то переводится сюда, предположим. Да? Не попадает он в окрестность точки А. Что я дальше делаю? Я выбираю x2, принадлежащий уже окрестности радиуса 1/2, меньше радиус. Вот у меня окрестность v a 1/2. Для нее тоже я могу найти x, который не принадлежит окрестности А большое. F от x не принадлежит. F от x2 тоже не принадлежит у А x. Вот какой-нибудь тут x2, который тоже куда-то переводится, но во всяком случае не в окрестность точки А. Вот в эту конкретную. Ну и так далее. Да? На этом шаге я получаю xn, принадлежащей окрестности радиуса единичка на n проколотой. Такой, что f от xn не принадлежит тоже у AX. Я строю уменьшающиеся окрестности, да? И для каждой такой уменьшающейся окрестности выбираю x, который попадает в нее. Совершенно очевидно, что вот в эту окрестность для фиксированного n попадает не только xn, но и все последующие xn, правильно? Все иксы с индексами большими, чем n, потому что они попадают еще в меньшие окрестности. Где мы такой прием уже использовали? В какой теореме? Неужели на прошлом? Да, ну, да, вроде бы так. Бальцан и Верстрасс. Да? Мы там строили как раз последовательность, сходящуюся к предельной точке. А вот тут мы строим последовательность, сходящуюся к точке А, правда? Вот. Причем, посмотрите, эта последовательность, ну, совершенно очевидно, что она сходится к А. Какую бы окрестность точки А не взяли, обязательно в нее попадут все элементы нашей последовательности, кроме какого-то конечного числа. Да? Потому что каждый следующий элемент попадает в еще меньшую окрестность нашей точки. Это условие выполнено. Но то, что мы выбирали x из e, это тоже выполнено. И то, что никакой x а не равняется, это тоже выполнено, потому что мы выбирали иксы, принадлежащие проколотой окрестности. Значит, xn принадлежат e без точки А. Короче говоря, мы построили последовательность, удовлетворяющую всем условиям вот этого утверждения. Значит, по нашему предположению, требуется, чтобы f от xn стремилась к большому. Для любой такой последовательности это выполняется. Это нам дано. Да? Выполняется ли? Как может это выполняться? Посмотрите. Если мы имеем окрестность точки А, в которой нет ни одной точки f от xn. Смотрите, по построению все точки f от xn попадают вне этой окрестности. По условию. Ни одна из них не принадлежит окрестности, эпсилон окрестности точки А. Это просто противоречит определению предела. Последовательность имеет предел, если в любой окрестности содержатся почти все точки этой последовательности, за исключением какого-то конечного числа. А тут мы нашли окрестность, в которой ни одной точки последовательности.
Повторяю, x это прекрасно сходится к амалу. Да? Проблема возникает с f от x. Вот f у нас переводится куда-то вне нашей окрестности, и поэтому никак не может оказаться, что f от xn сходится к a. То есть, вот из предположения нашего, что предел функции не равняется a, мы пришли к противоречию с условием. Мы выбрали такую последовательность xn, для которой f от xn не сходится к a. А такого не должно быть по условию. Значит, это не выполняется. Это не выполняется, так как, вот тут я напишу, для любого n натурального f от xn не принадлежит окрестности a. Вот этой самой конкретной эпсилон окрестности a. Не выполняется. Ну, значит, мы получили противоречие и тем самым доказали вторую часть теоремы. Вопросы? Это сложная теорема, но очень полезная. Потратив время на ее доказательство, мы теперь очень легко будем доказывать всякие другие факты, связанные с пределом функции. Вопросов нет. Ничего не понятно, да? Поскольку это критерий, то есть эти два факта равносильны, в принципе, можно было вот это утверждение взять за определение предела функции. У нас есть определение предела последовательности, можно было сказать, что мы будем говорить, что функция f имеет предел в точке а малой равной а большому, если для любой последовательности xn такой, такой, такой выполняется вот это. Да? Ну и тогда, если бы мы это взяли за определение, нам пришлось доказывать, что это равносильно определению на языке эпсилон d, да? Или на языке окрестности. Это сложно. Ну, видимо, сравнимо по сложности. Собственно говоря, вот сейчас именно то, что мы сейчас доказали, если это рассматривать, если поменять местами необходимость и достаточность, да, то значит, это будет критерий уже другого. Мы это только что доказали. Мы доказали равносильность. Так вот, иногда вот это определение называется определением предела функции по Каши. По Каши. Ну, потому что вот первый дал такое определение. А если вот так определить предел функции, то говорят, что это определение по гейну. По гейну. Ну, мы это не давали в качестве определения, просто чтобы вас не удивляли эти термины, если вы где-то встретите в книгах. Вот иногда говорят, что вот это определение сходимости функции в точке, какой-то точке там а большое, по гейну. Но мы это оформили в виде, теоремы, в виде критерия. Ну, теперь давайте, наконец, рассмотрим примеры. Примеры пределов функции или, наоборот, отсутствие пределов функции. Наверное, это я пока оставлю, места у меня пока хватает. Примеры. Ну, вот такая функция. f от x равняется x на синус единичка на x. Она определена всюду, кроме чего? Кроме нуля. Однако в нуле она имеет предел. Нам же не обязательно, чтобы в интересующей нас точке было значение функции. Раз она в окрестности определена, значит уже можно определить другой. Предел этой функции равняется нулю. Это можно доказать непосредственно по определению. Какое определение? Для любого эпсилон найдется такое дельта,
что для любого x, принадлежащего e, и такого, что x минус a, я сейчас напишу его в общем виде, а потом сразу подставлю то, что меня интересует. Ну вот это в общем виде. Я просто в данном случае хочу, чтобы x был по модулю меньше d. А у меня равняется нулю. И хочу, чтобы f от x по модулю был меньше эпсилон. Так вот, смотрите, какой бы я эпсилон не взял, я могу выбрать дельта в точности равную эпсилон. То есть это означает, что у меня по условию x по модулю меньше эпсилон. И покажу, что f от x тогда будет обязательно меньше эпсилон. Почему? Смотрите. Модуль f от x, что это такое? Это x на синус единичку на x. Единичка на x. Но синус не превосходит единицы. Значит, это меньше или равно модулю x. А модуль x, поскольку я взял дельта равно эпсилон, меньше эпсилон, значит, тут тоже будет меньше эпсилон. Ну вот смотрите, f от x меньше эпсилон. Значит, это настолько простая функция, что в определении, взяв произвольную эпсилон, нам достаточно взять дельта просто равное этому эпсилону. И тогда для всех иксов, которые будут по модулю меньше дельта, будет получаться, что f от x будет меньше эпсилон. То есть они будут меньше одного и того числа. И видите, на самом деле, конечно, важно, что x не просто меньше эпсилона, а еще больше нуля. Потому что в нуле у нас функция ведь не определена, значит мы не имеем права брать 0. Так мы его не берем. Нам такой x не нужен. И вот мы доказали непосредственно по определению на языке эпсилон дельта, что наша функция имеет предел. Почему x меньше эпсилон? Мы выбрали вот так. Мы как говорим, для любого x такого, что x меньше дельта, мы хотим показать, что f от x меньше эпсилон. Вот мы взяли такой x и теперь показываем. Вот это я записал общее определение предела. Вот это я записал определение в том случае, когда x стремится к нулю и предел равняется нулю. А вот это я записал конкретную ситуацию, когда я выбрал дельта равная эпсилон. И, значит, x у меня тогда будет меньше эпсилон, но тогда f от x, которая в нашем случае равняется вот этому выражению, оценивается просто через x, который, поскольку меньше эпсилон, и вся функция будет меньше эпсилон. Причем этот факт, установленный нами, он остается справедливым, даже если мы в нуле как-то определим нашу функцию. И никто не мешает нашу функцию задать вот так. Вот это, когда x не равняется нулю, и скажем единичка, когда x равняется нулю. Да? Ну, почему бы и нет? Да? Мы можем задавать какие угодно функции. Да? Но это значение нигде не используется. Мы никогда не рассматриваем x в точности равной тому числу, для которого считаем предел, в котором считаем предел. Да? В самой точке А малая функция может себя вести как угодно, или даже не быть определенной вообще. На предел это никак не влияет. Главное, как себя функция ведет в окрестности этой точки, в проколотой окрестности. Предел будет по-прежнему равен нулю. Ну просто это означает, что функция плохая. Да? Разумнее было бы определить ее так, чтобы в этой точке ее значение совпадало с пределом. Да? Тогда это была бы хорошая непрерывная функция, и мы о непрерывных функциях будем много еще говорить очень скоро. Да? Но пока вот нам не сильно нужно. Так, следующий пример. Вот такая функция. Сигнум. Сигнум x. Она тоже определяется с
помощью 3 вариантов отдельно. Ну, просто знак x. Это единица, если x больше 0, 0, если x равняется 0, и минус единица, если x меньше. Эта функция себя вот так ведет, да? Две параллельные линии, минус 1 и 1, а тут вот 0. А тут 0. Ну, что можно сказать о поведении функции в нуле? Есть у нее предел? В нуле. Есть? Какой? 0? Что же, ну, Чтобы посчитать предел при x, стремящемся к нулю, надо рассмотреть, когда функция приближается слева и справа. ну вот что будет происходить, когда она будет приближаться к нулю слева и справа? С одной стороны, она будет стремиться к минус единице. О частичных пределах мы еще не говорили. Да? Меня интересует обычный предел, самый простой. Не существует его. Не существует его. Потому что кандидата 2, и оба, так сказать, одинаково плохие или одинаково хорошие. Так, минус единица и единица. О нуле, конечно, речи нет вообще. Мы выбрасываем поведение в нуле. Но вот как это доказать аккуратно? Вот оказывается, что для доказательства отсутствия предела в конкретной точке очень удобно использовать как раз вот только что доказанный критерий. Вот посмотрите. Предел у функции будет, если для любой последовательности иксов, сходящихся к а малой, последовательность функции будет сходиться вот к этой же самой одной и той же точке. Если мы сможем построить хотя бы две последовательности иксов, обе из которых сходятся к а, но для которых f от этих иксов или не сходится, или сходится к разным значениям, то это уже будет нарушать данное условие. Если это условие нарушается, то у функции предела в этой точке нет. Тут, конечно, очень просто. Я вот возьму одну последовательность x, n', штрих, последовательность вида единичка на n. Да? Она стремится к нулю. x' не равняется нулю ни в одной точке. Все условия выполнены. Чему равняется сигнум? Сигнум от единички на n. Он равняется единице. То есть функция у нас постоянная. Если функция постоянная, то, разумеется, точнее сказать, не функция, да, это последовательность. Что произойдет, когда n будет стремиться к бесконечности? Ну, ничего не произойдет, то же самое и будет. То есть предел этой постоянной последовательности, конечно, тоже равняется единице. Все ее элементы одинаковые. Теперь я рассматриваю вторую последовательность, xn2 штриха. Минус единичка на n. Она тоже стремится к нулю. У нее тоже ни один элемент в ноль не обращается. Но сигнум для этой последовательности, минус единичка на n, равняется минус единице. И когда мы устремляем бесконечности, то пределом тоже, конечно, будет минус единица. Эти два числа не равны. Не равны. Чтобы функция имела предел, необходимо, чтобы все такие вот последовательности переводились нашей функцией, чтобы тоже какой предел был, и один и тот же. Один и тот же. У нас такого нет. Мы выбрали две последовательности, у которых пределы функции уже разные. Это уже означает, что наша функция в нуле предела не имеет. Дурацкая вопрос. Да. А почему вот последовательность xn штрих или xn2 штриха не должна быть равна нулю вот, по нашему определению? Потому что иначе мы не доказали бы, что это эквивалентные факты. Ну, если вы проанализируете ход доказательства, тут же, видите, проколотая окрестность. Обязательно. То есть это мы выбрали из каких-то соображений, вот это для нас закон. Так?
Вот если мы хотим, чтобы именно так определялся предел, то тут обязательно надо это отбрасывать. Иначе это приведет к неприятностям. Ну, это хороший вопрос, но это вопрос, видите, а это выбрано именно потому, что на предельное поведение функции не должно сказываться, как функция себя ведет в этой конкретной точке. Вот я уже пример приводил. Очень часто как раз интересная ситуация, когда в этой точке функция, ну, вообще не определена. Но, кстати, это как раз не так важно, потому что тогда эта точка просто в е не входит. Да? А иногда бывает так, что эта функция в точке определена, но как-то плохо. Но опять же она определена в этой точке как-то по-дурацки. А предел есть, он просто не совпадает со значением функции. Вот. Если бы мы здесь не брали прокол окрестность, то получалось бы, что в этом случае предела нет. Это плохо. Неудобно. Так, ну что, рассмотрели пример, да? Значит, показали, что эта функция не имеет предела нуля. В то же время, смотрите, если я рассмотрю модуль сигма x, тогда понятно, что просто будет у нас вот такая ситуация. Да? Эта параллельная линия превратится в такую параллельную. Все равно в нуле она себя ведет как-то странно, да? Но это совершенно не важно. Потому что если выбросить 0, наша функция будет постоянной. И вот, кстати сказать, здесь тоже можно легко доказать, что предел равняется единице, используя критерий. Вот теперь давайте произвольную последовательность возьмем, которая стремится к нулю, и такая, что xn не равняется. Тут я уже не уточняю, как она себя ведет, как угодно она себя может вести. Как угодно может себя вести. Приближаться слева, справа, прыгать и все такое. Просто вот она обязательно имеет предел. Если я докажу, что как бы я такую последовательность не выбрал, f от xn стремится к одному и тому же числу, то я докажу, что это как раз число есть предел нашей функции. Ну а что у нас будет? Смотрите. Сигнум, ну, модуль сигнума от xn. Чему он равняется? Я знаю, что xn не равняется нулю. Это по условию. Значит, это всегда единица. Ну, перейду я к пределу. К чему будет стремиться единица? Естественно, к единице. Какую бы я ни выбрал последовательность, лишь бы она не содержала нулей, а это обязательно, у нас такое условие, модуль сигнума от этой последовательности будет просто постоянной функцией. Постоянная функция имеет предел. Значит, модуль сигнума от x стремится к единице, когда x стремится к нулю. Независимо от того, что в нуле сигнум ведет себя совсем по-другому, у него он равняется нулю. А предел равняется единице. Дальше. Последний пример. Вот мы уже рассматривали x на синус единичка на x. А теперь давайте рассмотрим f от x просто вида синус единичка на x. Ну, естественно, в нуле. Нас интересует поведение в нуле этой функции. Вот у нее предел нуля. Хорошая задача график нарисовать этой функции. При подходе к нулю синус начинает осциллировать со все более ускоряющейся скоростью, но тем не менее прыгает от минус единицы до единицы очень даже хорошо. Да? Причем и слева, и справа то же самое происходит. Предела, конечно, нет. Как проще всего это доказать? Опять-таки используя вот этот критерий. Если мы сейчас сможем построить две последовательности, сходящиеся к нулю, и такие, что для них f от x имеет разные пределы, например, то все это будет означать, что функция пределов этой точки не имеет. Ну, может, придумаете, какие последовательности выбрать? Покажите
логике понятно, что должна быть единичка сверху и единичка сверху. Выбрать две последовательности, которые с одной стороны стремятся к нулю, иксов, а с другой стороны, которые бы, если мы вот эти последовательности подставим в нашу функцию, мы бы легко установили, что вот соответствующие последовательности f от xn имеют предел, причем разный. Может быть, 2π умноженное на единицу, деленное на x. Даже можно, ну как, пусть будет так. Вот. Во-первых, это стремится к нулю. Во-вторых, в ноль никогда не обращается. Что будет f от xn? Ну, давайте штрих напишем. f от xn штрих. Синус от единицы, деленное на единичку на 2π. Ну, то есть, короче говоря, синус 2π. Что это такое у нас? 0? То есть, я так подобрал последовательность иксов, сходящуюся к нулю, что значение функции во всех элементах этой последовательности есть величина постоянная. Это 0. Ну и понятно, что 0, даже если мы устремим n к бесконечности, будет стремиться к нулю. Так. А теперь мне нужно подобрать какую-то другую последовательность иксов, которая тоже стремится к нулю, но при подстановке которой в нашу функцию будет предел уже не 0. И вот если это мы сможем сделать, тогда мы сразу получим, что наша функция предела не имеет. x2 штриха n равно π пополам. Пи пополам как? Просто пи пополам. А, да, π пополам. Нет, πn пополам. X, 2 штриха n равняется, давайте, что предлагаете? πn пополам. Pn пополам. А, Нет. Когда вы перевернете, вы получите нехорошее. Надо, чтобы при повороте, при перевороте этой дроги получилось хорошее значение. А если возьмем просто какой-нибудь единица на πn, мы перевернем, и тогда у нас получится... Единица на pn, к сожалению, даст нам тот же самый 0. В том-то и дело, надо взять что-то, чтобы при повороте вы получили единицу. А мы не можем взять единицу, деленное на 2πn плюс π на 2, допустим? Можем. Вот именно это мы сейчас и возьмем. Значит, и пополам плюс 2π. Самое простое, не требующее никаких знаний почти о поведении синуса. Да? По-прежнему это стремится к нулю, согласны? Куда же ей деваться, если внизу у нас неограниченный рост? Но теперь, если мы подставим в нашу функцию, мы получим синус π пополам плюс 2π. Что то же самое, что синус π пополам, короче говоря, единица. Тоже постоянная функция. При переходе к пределу она останется такой же самой постоянной функцией. Вот мы построили две последовательности иксов, которые при подстановке нашу функцию дают разные пределы. Это означает, что функция наша в этой точке предела не имеет. Используя исходное определение, было бы это, видимо, не так легко доказать. Ну, теперь, наверное, у нас мало времени уже осталось. Парочка таких замечаний. Вот пока мы рассматривали предел функции в конечных точках, и сами пределы мы рассматривали конечные. А малое, а большое считались чисто. Но что изменится, если предположить, например, что у нас E, область определения функции, такова, что для нее, скажем, плюс бесконечность является предельной точкой. Что это означает? Это значит, что просто на любом луче есть хотя бы одна
точка, в которой определена наша функция. Да, ну, определение предельной точки. Если это так, а это значит, что их на любом луче бесконечное множество, как мы помним, то мы можем устремить x плюс бесконечность и посмотреть, что при этом будет. Да, что при этом будет происходить с нашей функцией. То же самое, если у нас функция определена где-то в окрестности минус бесконечности, если минус бесконечность является предельной точкой. А если наша функция определена и там, и там, и там, и там, то мы можем рассмотреть вопрос, а что будет, когда x стремится просто к бесконечности. Помните, что такое просто бесконечность? Это точка, окрестностью которой считается вот такое объединение двух лучей, да, то есть окрестности симметричные. Это означает, что вот мы можем стремиться к этой точке либо по этому лучу, либо по этому лучу, либо вообще прыгая туда-сюда, да, лишь бы у нас x было по модулю больше какого-то r. Да? Любая окрестность просто бесконечности без знаков, это вот окрестность, удовлетворяющая такому неравенству, имеющая модуль. Но ведь то же самое можно и про значение функции сказать. Если у нас функция неограниченно растет в окрестности какой-то точки, можно считать, что предел этой функции как раз в этой точке равняется бесконечности. А какой бесконечности? Ну, это зависит от того, куда она растет. Если неограниченно вверх, то будет плюс бесконечность. Неограниченно вниз, будет минус бесконечность. Вот. И что самое главное, вот посмотрите, на языке окрестности, ведь ничего менять не придется. Мы просто должны еще раз вспомнить, что считать окрестностью вот этих трех видов бесконечности. Ну, давайте я напишу. Значит, окрестность точка плюс бесконечность. Это такие иксы из R, что x больше какого-то числа. Ну, e, да? Нет, e уже мы используем активно для определения. Какой-то, ну, m, да. Это, собственно говоря, окрестность радиуса n, если мы хотим так задать. Окрестность плюс бесконечность. Окрестность минус бесконечность. Это есть все такие иксы, которые меньше m. Разумеется, m может быть как положительная, так и отрицательная. А окрестность просто бесконечность. Вот тут уже разумно считать, что m положительная. И вот такая она будет. X по модулю должен быть больше, чем m. Просто бесконечность. Ну и вот мы теперь можем сказать, что наше определение на языке окрестности мы можем распространить и на тот случай, когда либо А большое, либо А малое, либо обе эти точки одновременно являются бесконечно удаленными точками. А почему либо? Ну, потому что одна может быть бесконечностью, а другая нет. Вот, скажем, x в степени минус 2. Да? Если x устремить к бесконечности, то функция будет иметь предел равный нулю. Правильно? Значит, здесь у нас а малое это плюс бесконечность, а большое это 0. А можно здесь в качестве а малого взять просто бесконечность? Можно, потому что, смотрите, если я перейду к пределу при x, стремящемся к минус бесконечности, тоже у меня будет 0, правильно? Ну, куда это делается? Так что можно сказать, что просто при стремлении к бесконечности эта функция имеет предел равный 0. И
держать в голове вот эти определения окрестностей, любую такую ситуацию можно записать на языке эпсилон дельта. Да? Ну вот, например, один примерчик. Предположим, мы хотим записать определение того, что предел функции f от x, когда x стремится, ну скажем, плюс, это даже не интересно, слишком будет похоже на последовательность. X стремится просто к бесконечности и равняется это, а тут давайте для интереса напишем минус бесконечность. Да? Тогда надо будет писать так. Для любого m1 вместо эпсилона, причем любой может быть знак, найдется такой m2 положительный, что для любого x, принадлежащего естественной g, и такого, что x по модулю больше m2, что выполняется? f от x меньше m1. Согласны? X попадает в окрестность, вот, как x попадает в окрестность бесконечности, то есть вот куда-то сюда. А там единица. Просто бесконечность. Просто бесконечность, потому-то я модуль написал. А вот функция, она оказывается где-то внизу. Где-то внизу. Она меньше, чем m. И какое бы большое значение m1 не взял, обязательно найдется m2, тоже, наверное, большое. Такое, что для любых иксов, которые больше, чем m2, окажется, что f от x будет меньше m. Вот. Можете придумать, что это будет за функция такая, да? Которая так себя ведет. Ну и комбинаций тут очень много. Да? Тут бесконечность, тут минус бесконечность, тут плюс бесконечность, тут конечная. Здесь, ну короче, 16 вариантов. 16 вариантов. Да? И все эти варианты определяются совершенно единообразно. Ну, на сегодня все.